Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам представить вот такую модную стильную новинку. Удлиненный джемпер из шикарнейшей, мягчайшей пряжи буду вам предлагать вязать. Шелк с мериносом. И, кстати, она бюджетного такого варианта. Смотрите, какой стильный, какой элегантный, очень приятный на вид джемперочек. Сейчас я вам полистаю. Смотрите, по спинке он также вяжется, как и по переду. Далее у нас вот такой еще идет фотография. Рукавчик. Обратите внимание на рукавчик. Смотрите, как сделан, да? После резинки сразу много-много-много с таким напуском пышным. Очень красивый. Спущенный рукавчик, свободный крой. Ну, мне прям очень он нравится. И я прям обратила на него внимание. Вяжется легко, но такой приятный на вид, такой классный. Можно любой цвет подобрать, нарисовать такой модный, стильный образ, создать. Вот так вот нас молодежь сейчас любит. Да и не только молодежь. Вообще так сейчас стильненько стали одеваться вот таким образом. Ну, голубой цвет, конечно же, идеально подходит под джинсы голубые. Вот. И вот такой вот модный образ нам стилистически рисует известный брендовый сайт. Это брендовый джемпер от Shine. И, в общем-то, элементарно вяжется эта коса. Я вам схему нарисую сегодня. Справится даже новичок, девочки. Потому что здесь идет путанка. И вот эти перекрещивания, они образуются у нас с вами с помощью дополнительной спицы. Кто не умеет перекрещивать, легко справиться с помощью дополнительной спицы. Я в сегодняшнем мастер-классе это все дело покажу. И я думаю, что потренировавшись связать образец, многие девочки смогут связать себе такую красоту. Так, мои хорошие, давайте с вами приступим сейчас к более детальному разбору этой модельки. Я буду, как всегда, у нас будет выкройка, у нас будет с вами схема, у нас с вами будет расчеты на несколько размеров. Все детально, подробненько разберем. Составлю вам для удобства описание. Под видео выложу текстовый вариант инструкции по вязанию этой модели. Итак, всем, кому она нравится, смотрим. Сейчас будет выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Yarn Art Silk Royal. Очень мне нравится. 50 грамм, 140 метров. Шикарный состав, 35%. Вискозный шелк, 65%. Шерсть мериноса. Шикарная ниточка. Такая средней толщины. Прекрасно скручена, немножко пушится. Видно, да? Идеально мягкая. В общем, одни только положительные эмоции. И немножечко блестит. Немножечко. Но все-таки шелк, да? И вот посмотрите, у нас узор вот такой получился. На фоне путанки. Путанки немножко с двух сторон, но дает понятие, да? Вот эта коса шикарная, большая. Аккуратно все смотрится, девочки. Очень мягенький, приятный к телу. Не толстый, не тонкий свитерочек. Прям самое, что надо. По поводу пряжи еще могу вам порекомендовать. У меня очень такой выбор цветов богатый у этой пряжи. Шикарненько из нее вязать. На такое, в зависимости, конечно, от длины,
на такой джемпер, если у вас обычная средняя длина, я думаю, достаточно будет 500-600 грамм. Если вы делаете удлиненный, то, наверное, грамм на 100 больше надо будет. Опять-таки, это зависит от размера. Так, ну а сейчас по поводу номера цвета ничего не говорю. Боюсь, что этикетки уже давно перепутаны, девочки. Чтобы не вести вас, так сказать, дезинформацию, вы посмотрите на сайте, где продается пряжа, там и цвета, и в общем, есть и выбор побольше, чем у меня, да. Смотрите, какие тут длинненькие ворсиночки есть. Очень заметно, да? Такие пушистенькие. Ну, прелесть. Просто прелесть, а не ниточка. Мне очень нравится. И недорогая. Итак, давайте сейчас посмотрим на схему узора. Схема узора у нас выглядит, девочки, вот таким образом. 24 петли ширина косы и 16 рядов ее высоту раппорт составляет. Мы будем вязать этот узор, и там я подробным образом покажу вам два способа вывязывания вот этих перекрещиваний на 8 лицевых петлях. Вот этот знак обозначает перекрещиваем вправо, вот этот знак перекрещиваем влево по 4 петли. Вот. Как это сделать двумя способами? Тем способом, которым пользуюсь я, и второй способ с помощью дополнительной спицы. Все покажу, девочки. Я думаю, что даже начинающие в момент все это дело освоят и не будет проблем. Путанка вообще самый элементарный узор, да. Здесь у нас получается 4 ряда. Я тоже все это покажу. 4 ряда раппорт и 2 петли всего. Меняем изнаночные и лицевые. Очень легкий вариант узора. Совсем простейший. Давайте покажу вам выкройку. У нас есть выкройка. Вот такая будет использоваться, девочки, выкройка. Все более детальные расчеты я буду вам сегодня говорить во второй части видео. Будет составлено описание у нас с вами с 42 по 52 размер. Все будет очень удобно вам разжевано, как расположить узоры и так далее. Вот все в таком варианте я выкладываю под видео. Все эти расчеты, откуда какие петельки получились, как я их вывела, все будет в сегодняшнем мастер-классе. В самом конце мастер-класса, смотрите, там у меня идет расчетная часть. Я там рисую, как располагать узоры, как их рассчитывать, все подробнейшим образом, как учитывать плотность. Я думаю, что не будет у вас никаких проблем. Разжевываю, можно сказать, добуквенно, да? Вот. Про сборочку все почитайте. Это текстовый вариант, я выкладываю всегда под видео для вашего удобства. У нас вот в 2 размерах будет сегодня присутствовать описание. То есть 2 циферки будут друг за другом идти. 42-48 я объединила. И 50-52 я тоже объединила. Так, ну а сейчас давайте приступим к вязанию образца узора. Так, у нас с вами сейчас будет первый ряд узора. Для образца я набрала 36 петель, 24 петли коса и с 2 сторон по 5 петель путанка наша, плюс 2 кромочные. И сейчас я показываю вам, как вязать первый ряд. Путанка у нас вяжется 4 ряда в высоту раппорт. Ну, там все элементарно. 2 петли всего у нас участвует в раппорте. Итак, кромочную снимаем. Если это у вас первый ряд, то провязывайте ее лицевой. И вяжем путанку. Первая лицевая, изнаночная. Вот и весь раппорт. Потом повторяется лицевая, изнаночная, лицевая, 5 петель путанки. И дальше мы вяжем с вами нашу косу. В первом, третьем и пятом рядах коса вяжется все 24 петли лицевые. У нас будет самые интересные ряды. Это 7 и 15. Там мы делаем перекрещивание. А в остальных рядах провязываются петли лицевыми. Изнаночные ряды, которые у нас будут являться четными. Так, 24
петли провязали лицевыми косы. И дальше у нас опять идет путанка. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Кромочную провязываем изнаночной. Далее переворачиваем на четный изнаночный ряд. Все петли вяжем, как они на нас смотрят. Третий ряд у нас с вами путанка вяжется следующим образом. Мы меняем петли. То есть там, где у нас была лицевая, вяжется изнаночная. Там, где была изнаночная, вяжется лицевая. Вот и весь раппорт связан. Опять идет изнаночная, лицевая, изнаночная. Связали 5 петель путанки, и в нашей косе снова лицевые, 24 лицевые петли. Давайте продолжаем самостоятельно. Доходим до путанки и вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочная, изнаночная. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Вот, встречаемся с вами в 7 ряду. И далее у нас идет путанка, уже 5-й ряд, повтор с 1-го ряда. То есть каждый лицевой ряд мы меняем петли на противоположные. То есть там, где у нас была с вами изнаночная, вяжется лицевая, там, где была лицевая, вяжется изнаночная. И так до конца нужного вам количества. А 5-й ряд нашей косы, я уже сказала, это все петли 24 лицевые. У нас с вами 7-й ряд. Я сейчас, девочки, путанку быстро провяжу. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И начинается изнаночная. И начинается наша коса на 24 петлях. Сейчас у нас будет важный момент перекрещивания. У нас с вами должна быть, кто не умеет перекрещивать без дополнительной спицы, вот такая вот загогулинная спица. Вот, и мы начинаем. Первые, значит, 4 петли просто лицевые. 1, 2, 3, 4. Сейчас я вам покажу, как можно 2 способами сделать перекрещивание. У нас будет перекрещивание 8 петель направо по 4. Значит, первый способ, когда мы не пользуемся дополнительной спицей, все 8 петель мы снимаем на правую спицу. Затем 4 петли у нас с помощью кончика левой спицы сзади. Я снимаю 4 петли, первые. Высвобождаю следующие 4 петли. С помощью правой спицы я их возвращаю аккуратно на левую спицу. У меня получилось, видите, я перекрестила 4, по 4, 8 петель. Все 8 я вяжу лицевыми. Вот такой вариант есть. Сейчас я продолжу вязать этот раппорт в 7 ряду, и вы увидите, как с помощью дополнительной спицы совершить тот же маневр. Да? Затем мы опять вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И будем перекрещивать с вами следующие 8 петель, но уже с помощью, я показываю, дополнительной спицы. Смотрите, мы снимаем с вами первые 4 петли. На дополнительную спицу. И заводим их за работу. Следующие 4 петли вяжем лицевыми. Так, вот эту ниточку, она у нас должна быть вот так, по ходу. И вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Связали, да? Теперь с дополнительной спицы вот эти 4 петли также провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4. Можно вернуть их на левую спицу, так будет удобнее, и провязать. Все, мы также перекрестили с вами 8 петель. Дополнительная спица больше не нужна.
То есть выбирайте для себя, девочки, какой вам вариант приемлемый, и тот, и другой, в общем-то, нормально все. Далее вяжется путанка изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочную вяжем изнаночной. 8 ряд вяжем, как смотрят петли. Далее у нас с вами по схеме, смотрите, 9 ряд, я сейчас про косу говорю, 9, 11 и 13 ряды вяжутся лицевыми. То есть мы ничего не меняем здесь, у нас с вами все 24 петли лицевые. Вот, в 15 ряду у нас будет с вами снова перекрещивание. Теперь уже в косе будет перекрещивание налево. И я вам покажу, как это сделать. А сейчас давайте, девочки, самостоятельно с вами свяжем эти 6 рядов, 9, 11, 13. Четные ряды изнаночные мы вяжем, как смотрят петли. И встречаемся, как я уже сказала, в 15 ряду. Итак, у нас с вами 15 ряд, девочки, и вяжем с вами вначале путанку, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. А далее идут у нас с вами петли косы, и в косе делаем перекрещивание, как я уже сказала, 8 петель налево. Первый способ: снимаем 8 петель на правую спицу. Первые, вот так, первые 4 петли переснимаем перед работой, высвобождаем за работой 4 петли. Аккуратно их с помощью правой спицы возвращаем вот таким образом налево. И вяжем все 8 лицевыми. Далее у нас идут 4 лицевые. Раз, 2, 3, 4. Следующее перекрещивание будет в косе снова. Для этого воспользуюсь дополнительной спицей, то есть я показываю вам второй вариант, как это можно сделать. Снимаем с вами первые 4 петли и оставляем их перед работой. Вяжем за работой 4 лицевые. Раз, 2, 3, 4. А затем с дополнительной спицей вот таким образом тоже провязываем эти 4 петли. Тоже лицевые. Раз, 2, 3, 4. Все. Следите, чтобы вот с этой вот спицы, которая осталась без внимания, с основной, не спустились петли. Можно, то есть, вот таким образом сделать перекрещивание налево с помощью дополнительной спицы. Выбирайте для себя наиболее приемлемый вариант. А далее у нас в косе еще 4 лицевые остались. Вот и все, в принципе. Дальше идет путанка, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочную мы вяжем тоже изнаночной. 16 ряд мы вяжем, как смотрят петли. На этом раппорт косы заканчивается и начинается повтор раппорта с первого ряда. С первого ряда снова. То есть вот такой у нас раппорт 16 рядов в высоту, 24 петли в ширину. Так, ну а наша задача сейчас сделать влажную тепловую обработку образца и рассчитать плотность узора. Горячим паром, девочки, давайте с вами обдадим наш образец и вытянем его в длину, в ширину. Он влажный и очень податливый. Вытянули его как смогли. Так, встряхнули, оставили сохнуть. Вот в таком состоянии. Измерения у нас будут с вами, я так думаю, что мы измерим отдельно косу и отдельно путанку, потому что плотность у этих узоров совершенно разная. Итак, ширина косы 10 сантиметров ровно. У нас здесь 24 петли. Я пишу, что коса у нас по плотности, коса в 1 сантиметре 2,4 петли умещается.
Ну, вертикальная плотность будет одинаковая. Теперь путанку давайте померяем. Итак, вот у нас с вами наши 5 петелечек. Ну, 2,5 получается. Давайте с этой стороны померяем. Все равно 2,5. То есть я так могу сказать вам уже устно, что 5 петель у нас 2,5, то есть это получается в 1 сантиметре 2 петли. И это у нас путанка. Расчет такой: 1 сантиметр 2 петли. Вот. А теперь вертикальную плотность считаем. Она у нас будет одинаковая, поскольку везде тут используется лицевая гладь. Прикладываем линеечку и измеряем. У меня получилось 13,5 сантиметров. И 13,5 сантиметров здесь у меня связано, получается, 30 рядов. 30 рядов. То есть 2 раппорта я вязал по 16. 32 ряда по 16 же. 32 ряда мы делим на 13,5 сантиметров. Получаем плотность 2,37. Можно округлить, сделать 2,34, получается, десятых. То есть я пишу, что в 1 сантиметре по вертикали 2,4 ряда. Вот такая вот у нас получилась плотность. А сейчас с этими цифрами обращаемся к выкройке и делаем расчеты. Вот такую схему, вот такую выкройку, девочки, я подобрала. Мы будем сегодня составлять с вами описание с 42 по 48 и с 50-52 подойдут вот эти мерки. Смотрите, ширина спинки переда на первый размер идет 50 сантиметров, на второй 58 сантиметров. И, в общем-то, такой свободный крой. Здесь у нас с вами спинка с передом отличается лишь глубиной выреза горловины. По переду он составляет 8 сантиметров. По спинке вырез горловины, в принципе, можно сделать самостоятельно, а можно оставить как есть. Вот здесь все петли плеч и спинки закрываются на одном уровне. Хотя в оригинале я видела, там есть небольшое вот это вот скругление. Есть. Небольшое есть. Но это как вот, знаете, желание есть, делайте, желания нет, не делайте. А сейчас давайте смотрите. Здесь какая особенность в петельном эквиваленте. Я столкнулась с тем, что у нас с вами разная плотность узоров, да? Коса у нас с вами занимает 10 сантиметров. 10 сантиметров наша коса. Вот. И в 10 сантиметрах мы с вами измеряли 24 петли. Правильно? Правильно. Поэтому косу будем считать отдельно. И отдельно у нас пойдет путанка наша. Как это сделать? Как это правильно сделать? Смотрите. У нас 50 сантиметров общая ширина спинки переда. Отдельно же вяжутся детали, да? Из 50 сантиметров я сразу исключаю косу. Она составляет 10 сантиметров. Получается 40 сантиметров у нас вяжется путанка. 40 имеет плотность. 40 сантиметров будет с плотностью 2 петли в 1 сантиметре. Я 40 умножаю на 2. Это будет 80 петель. И плюс 24 петли коса идет. 10 сантиметров, которая занимает. В сумме это, девочки, 104 петли плюс 2 кромочные. Поэтому получается 106 петель. Для 50 сантиметров надо набрать 106 петель. Это для узора. Здесь у нас планка есть, который вяжется резиночкой 1 на 1. Для планки предлагаю набрать на 10 сантиметров меньше, на 10 петель меньше. То есть набрать 96 петель. Планка 96 петель. А в последнем изнаночном ряду равномерно добавить еще 10 петель на нашу вот эту косу. Да? То есть вы поняли, она сильно сжимает полотно, и у нее другая плотность. И мы вот именно так хитрим с вами.
скажем так. Второй размер, такой же логики я придерживалась, 58 сантиметров. Я отнимаю 10 сантиметров, это наша коса. Остается 48 сантиметров. 48 сантиметров это путанка. 48 умножаем на плотность 2, получаем 96 петель. 96 петель это путанка, плюс 24 петли это коса. В сумме это 120 петель и 2 кромочные, 122 петли получается у нас. Значит, надо набрать на второй размер 122 петли. И таким же образом мы поступаем для резинки, набираем 112 петель и в последнем изнаночном ряду добавляем эти 10 петель, которые у нас учитывают вот то, что плотность разная у узоров. У косы она, видите, немножечко у нас сжимает полотно. Так, с этим понятно. Поскольку у нас с вами коса идет по центру, расположение узоров будет следующее. Значит, симметрично мы все делаем. Представьте, что это ваш наборный ряд, ну то есть где у вас узор, да? По центру у нас с вами коса на 24 петлях. И с двух сторон сейчас нам надо посчитать, сколько будет путанки. То есть 106 петель, 106 отнять 24 петли коса и 2 кромочные. Получается 80 петель. Мы с вами 80 петель делим на 2, получается 40. То есть у нас с вами идет 24 и по 40 петель справа и слева. Это наша с вами путанка. И кромочная справа, кромочная слева. Вот таким образом у нас с вами распределились петли. Коса по центру, путанка с двух сторон по 40 петель и кромочные. И это 106 петель. Это, значит, наш первый размер 42-48. 106 петель. Вторым размером поступаем таким же образом. У нас с вами 122 петли. Да? Мы с вами 122. Отнимаем 24 петли коса. Получается 98 петель. Отнимаем 2 кромочные. Получается 96 петель. Делим на 2. 48 петель. То есть для второго размера путанка составит 48 петель. И затем у нас будет идти коса. И это в сумме с кромочными вместе составит 122 петли. Вот так, девочки, у нас с вами располагаются узоры. Вот, понятно, да? Вот такая схематичное расположение последовательности узоров. Путанка, коса, путанка. Что касается выреза горловины, тоже учла плотность я. И то, что у нас здесь уже косы нет у плечей. То есть на плечи у нас идет по 28-36 петель. Вот, и сюда на вырез горловины 48 петель с учетом того, что там коса, и она сильно сжимает полотно. Вот. Имейте это, девочки, в виду. Как закруглить петли выреза горловины, я попереду описываю подробно в своем описании, которое будет выложено в виде текста под видео. Там я расписываю последовательность закругления. Здесь я это расписывать не стала. Теперь рукав. Форму рукава вы видели, что у нас идет узкая такая же планка в виде резинки и очень пышный рукав. Да? То есть никакого скоса мы здесь не делаем. И у нас с вами сразу идет крупная прибавка после резинки 1 на 1 этой планки, которая будет составлять 8 сантиметров в длину, в высоту. И затем сразу же в последнем изнаночном ряду крупная прибавочка на пышный рукав. Узор также располагается, как у спинки и переда. По центру идет коса 24 петли. Смотрите, я предлагаю на резинку набрать 52 и 56 петель по нашим размерам. В последнем изнаночном ряду нам надо будет очень много прибавок сделать сразу. То есть, если вы возьмете 19 сантиметров, это 38 сантиметров. 38 сантиметров с учетом плотности отнимаем нашу косу 10 сантиметров. Получается 28 сантиметров
вяжется путанкой. Умножить на плотность 2, вы знаете, для плотности. Получаем 56 петель путанка, плюс 24 петли коса. Получается 80, плюс 2 кромочные, 82 петли нам понадобится для для первых двух размеров. Ну, вернее, для первого размера с 42 по 48. Вот. Далее. Если вы берете 20 сантиметров в ширину рукава, ну это половиночку рукава здесь я показываю, то есть 40 сантиметров, 40, отнимаем сразу же 10 сантиметров коса в ширину, занимает, остается на путанку 30 сантиметров. 30 умножаем на плотность 2, это будет 60 петель у нас на путанку, плюс 24 петли на косу, плюс 2 кромочные, 86 петель, девочки. 86 петель. Вот. И смотрите, что у нас с вами получается. Здесь, значит, 82, а здесь 52. То есть надо сразу в последнем изнаночном ряду прибавить 30 петель. Ну и то же самое касается второго размера. 30 петель добавляйте. И у вас узор, как я уже сказала, вот так будет выглядеть. Смотрите. Значит, по центру коса считаем. 82 петли. 8, это первый размер, 82. Мы отнимем 24, отнимем 2 кромочные, 56. Делим на 2. Получается с двух сторон 28, по 28 петель у нас идет путанка. Здесь же у нас идут кромочные. Все это учтено, и в сумме это составляет 82 петли на первый размер. Для второго размера аналогично считаем. Из 86, так, тоже 30 петель прибавили, да, 86 мы. Ну, то есть здесь, в принципе, на 4 петли больше. Ну, давайте посчитаем. 86 мы отнимаем 2 кромочные, отнимаем 24 петли коса, получаем 60 и делим на 2, то есть по 30 петель у нас идут с вами путанка, здесь на второй размер, по центру идет коса, вот такое расположение узоров будет. Кромочная 28 петель путанка, по центру коса еще 28 петель путанка, кромочная, и в сумме это составит уже 86 петель. Я ошиблась, простите. Здесь 30 петель и 30 петель. То есть на 4 петли больше получается для второго размера. Путанка составит не 28, девочки, а 30 петель. Вот такое расположение узоров у нас идут по размерам. Теперь, что касается вертикальной плотности, на которой я всегда заостряю внимание. Имейте в виду, что вертикальная плотность у нас обязательно учитывается, и мы должны ее все время просчитывать. То есть, смотрите, если у нас длина рукава, мы вяжем 8 сантиметров планка, и остается еще 31 сантиметр нашего узора. Вязать высоту. 31 надо умножить обязательно на нашу плотность по вертикали. Мы ее с вами определили, она составляет 2,4. И это будет 74 ряда. То есть я всегда пишу 31 сантиметр, это 74 ряда. Также есть и в описании. Далее, смотрите. Любой вертикальный размер на вашей выкройке должен умножаться на плотность по вертикали, и вы должны, когда вяжете, не сантиметрами измерять свое связанное полотно, а рядами мерять, девочки. И это очень-очень важно. Смотрите, если у меня идет общая длина изделия 64 сантиметра, это удлиненный джемпер, да, то при длине 64 мы отнимаем планку 8. Это я сейчас про спинку рассказываю. Значит, 64 общая длина. Отнимаем 8 сантиметров планка. Отнимаем, предположим, 8 сантиметров глубина выреза горловины. Остается 48 сантиметров. Вот я написала. То есть мы вяжем планку 8 сантиметров, и затем до выреза горловины переда у нас идет
48 сантиметров. Мы ни в коем случае не меряем сантиметрами. Мы просчитываем ряды. Сейчас 48 надо умножить на нашу вертикальную плотность 2,4. И это будет 116 рядов. Всегда четное число записывается. То есть 48 сантиметров равно 116 рядов. Это очень легко перефразировать в рапорты. Рапортами считать проще, чем рядами, согласитесь. У нас с вами здесь вот шикарный рапорт, 16 рядов составляет, да? И мы с вами сейчас 116 разделим на 16. 116 рядов мы разделим на 16 рядов в рапорте. Получается 7 целых рапортов. То есть 7 на 16 это 112 рядов, а нам надо, чтобы был 116. И плюс еще 4 ряда вы вяжете до выреза горловины. Вот такой расклад получается. Конечно же, длина вот это сугубо индивидуальная вещь. Так же, как длина рукава, длина изделия, да, очень такая вещь, зависящая от роста, от ваших каких-то индивидуальных предпочтений. Может быть, вы не хотите удлиненный джемпер, может быть, хотите обычной длины, да. То есть вот эту мерочку я сейчас вам сказала для примера. Вот эту мерочку я тоже показала, как рассчитать в ряды, перевести, тоже для примера. Но не игнорируйте, пожалуйста, мои хорошие, именно вот эту вертикальную плотность. Пожалуйста, и по рукавчику, и по длине обязательно все переводите в ряды. После стирки изделия трикотажное, любое трикотажное изделие вытягивается, и, как правило, оно становится намного длиннее, чем мы хотели бы, если мы не учитываем коэффициент плотности. А мы его, конечно же, будем учитывать в моем описании. Все я там пишу, сантиметры у меня всегда равны рядам. К вашим услугам будет вот это описание под видео. Конечно, оно значительно может претерпеть изменения, зависит от ваших мерок, да. Возможно, у вас очень фигура, допустим, на 42 размер, вы посчитаете, что 50 сантиметров слишком много. Захотите сделать 47 сантиметров, пожалуйста, по моей логике пересчитайте количество петель. Здесь очень легко это все регулировать. Вот. И у вас все получится. Узор легко располагается, да? Коса и с двух сторон симметрично путанка. Каждый, в принципе, сможет это рассчитать. Здесь нет никаких сложностей. А я сейчас с вами заканчиваю мастер-класс и желаю вам удачи.